Всем привет! С вами Глеб Орел, олимпиадный репетитор по физике. И совместно с математикой МГУ мы с вами начинаем наш суперинтенсив к ЕГЭ – Сироп. И давайте мы с вами начнем нашу теорию с динамики. Погнали! И, кстати, отмечу, что этим летом у меня пройдет моя летняя школа к ЕГЭ по физике следующего года. И если ты сейчас учишься в 9 или 10 классе и хочешь уже начать свою подготовку к ЕГЭ, то специально для тебя ссылочка будет в описании. Переходи по ней и присоединяйся ко мне на курс. На этом курсе мы с тобой сначала войдем в мир физики, изучим кинематику и динамику с полного нуля, и уже начнем решать задачи второй части, где ты узнаешь правильное их оформление. А потом в августе мы изучим довольно сложные темы, как электромагнетизм, чтобы тебе в начале 11 класса было в разы проще учиться в школе и вместе с этим в конце уже 11 класса максимально круто повторить эти темы и знать их на полный балл во время ЕГЭ. И заодно, конечно, во время летней школы мы не сможем с вами прям подготовиться на 100 баллов. Нет, это невозможно. Поэтому у нас после летней школы будет годовой курс, который начнется в сентябре. На этом годовом курсе мы с вами пройдем все темы, все тонкости, все фишки ЕГЭ по физике, научимся решать всевозможные задачи второй части, и при этом мы с вами будем уметь правильно их оформлять, как того требует ЕГЭ, чтобы не раздаривать лишний раз баллы проверяющим и получить наконец-то свой заветный высокий балл. Так что для тебя ссылочка также в описании. Переходи и присоединяйся. До встречи на курсах. А мы давай тогда продолжим наш видеоролик. И приступим тогда к материальной точке. Что такое материальная точка? Это тело, масса маленькая, размерами которого можно пренебречь и считать, что вся масса нашего тела сконцентрирована в этой одной точке. И появляется вопрос, а когда мы можем использовать эту модель материальной точки? Давайте на него ответим. Первое, если наше тело будет двигаться поступательно. То есть вот давайте мы рассмотрим какое-то твердое тело, оно движется поступательно. Если что это обозначает? Это обозначает, что скорость каждой точки нашего твердого тела, она одинаковая и направлена в одну сторону. И при этом это можно себе визуализировать таким образом. Если вы возьмете какой-то отрезок, связанный с вашим твердым телом, то при поступательном движении все эти отрезки будут переходить в параллельные себе же отрезочки. То есть вот, например, это у меня поступательное движение. Видите, параллельный отрезочек остается параллельным самому себе. И даже вот это будет поступательное движение, потому что отрезочек остается параллельный самому себе. А уже вот это уже не будет поступательное движение, это будет сложное движение, вращение плюс поступательное движение. Вот, и поэтому в этом случае я могу взять и заменить на модели материальной точки. И особенно тогда, если мы с вами будем видеть какой-то брусочек, который двигается вдоль прямой, он будет двигаться поступательно, опять заменяем на модель материальной точки. А теперь второй случай. Это когда размеры исследуемого тела малы по сравнению с другими окружающими объектами. И при этом давайте рассмотрим болтик, висящий на нити. При этом нам сказали, что это болтик. То есть у нас уменьшительный ласкательный суффикс «ик». Это как раз и показывает, что это какой-то болтик. Это не какой-то болт прям. Это болтик, маленький какой-то. И при этом нам сказали, что его размеры, то есть его характерный размер, ну здесь, например, давайте мы обозначим как диаметр этого болтика, много меньше, чем длина этой нити. То есть мы можем сказать, что это просто какой-то маленький здесь кусочек, маленький такой болтик по сравнению с этой нитью, где нить является окружающим нашим объектом для этого тела. Поэтому тогда берем и заменяем на модель материальной точки массы маленькой и рассматриваем дальнейшую динамику. И теперь перейдем к самому главному. Это законы Ньютона. Давайте разберемся. Первый закон Ньютона. Что он нам гласит? Он гласит следующее, что существуют инерциальные системы отсчета. Или по-другому, как мы будем писать, ИСО. А что такое инерциальная система отсчета? Это такая система отсчета, в которой, если на тело вообще не действует сил, то есть вообще сил нет, или же силы все скомпенсированы, то есть сумма сил равна нулю, то мы получаем, что либо наше тело покоится, стоит на месте, или же будет совершать прямолинейное равномерное движение. Ну, как мы это можем представить? Ну, давайте мы с вами представим какой-то стол, правильно? На этом столу у нас будет какой-то шарик. Мы его взяли, пнули, и он начинает двигаться равномерно и прямолинейно. Почему? Потому что сумма всех сил равна нулю. И как раз вот мы с вами видим, что наш шарик движется равномерно прямолинейно, и при этом силы скомпенсированы. То есть N и силы тяжести, они скомпенсированы. Значит, да здравствует, мы с вами нашли эту инерциальную систему отсчета. Земля. Ну и поэтому наша Земля с хорошей точностью является инерциальной системой отсчета. И это правда. Если мы с вами рассматриваем движение каких-либо объектов вблизи нашей Земли, то спокойно считаем, что Земля у нас ИСО. Теперь настало время самого главного, второго закона Ньютона. Второй закон Ньютона. Что он нам гласит? Что в инерциальной системе отсчета
Вот мы о ней уже сказали. Если на какую-то материальную точку масса маленькая действуют силы F1, F2 и так далее, может быть F3, F4, F5 и так далее, силы, то при условии, что масса равна константе, у нас будет верно, что масса на ускорение это будет сумма всех сил, ну или по-другому это будет равнодействующая всех этих сил, действующая на нашу материальную точку. И вот давайте рассмотрим нашу материальную точку, масса m маленькая. Действуют силы F1, F2, F3, F4, F5 и так далее, то есть какие-то здесь силы. И получилось, что равнодействующая сила будет смотреть в этом направлении. То, что мы с вами видим, ma это есть r, значит ускорение будет смотреть туда же, куда и равнодействующая всех сил. То есть сюда у нас будет смотреть наше ускорение. И перейдем к третьему закону Ньютона и натяжению нитей. Ну что ж, третий закон Ньютона, что он нам гласит? Он гласит, что в инерциальной системе отсчета материальные точки какими-то массами взаимодействуют с силами F1 и F2 такими, что F1 вектор равен минус F2. Это что обозначает? Это обозначает, что наши силы направлены в разные стороны, и по модулю они одинаковые. Если силы одной природы. То есть давайте мы рассмотрим на примерах. То есть у нас есть ниточка, и на этой ниточке у нас висит некоторый грузик, правильно? И тогда получается, из того, что наш грузик, он давит на нить вниз, то есть нить у нас немножко растягивается, то у нас возникает сила натяжения нити Т, которая хочет вернуть нашу нить в исходное положение, потому что она чуть-чуть растянулась, хочет вернуться. Поэтому вследствие этой упругости у этого возникает сила Т. Но и вследствие той же самой упругости мы с вами можем рассмотреть силу F, действующую на нить со стороны этого брусочка, потому что брусочек, как бы он хочет двигаться вниз, и из-за нити, на самом деле здесь брусочек чуть-чуть вот так вот увеличивается, то есть чуть-чуть вот здесь вот расходятся эти точки. Поэтому так брусочек хочет вернуться в исходное положение, то он, конечно, будет действовать силой F вниз. Поэтому эти силы возникают вследствие некоторой упругости. Поэтому данные силы и будут являться силами одной природы. Значит, у нас будет верно, что T-вектор равен минус F-вектор. Аналогично будет верно и здесь. У нас есть брусочек, располагающийся на горизонтальной поверхности. Вследствие упругости у нас возникают эти силы N и F. Вследствие того, что наш брусочек, он немножко проминает эту поверхность здесь, у нас возникает сила N. И также эта поверхность чуть-чуть проминает наш брусочек, значит, возникает сила F. И все, упругость между двумя телами, значит, силы по третьему закону Ньютона будут выражаться так. N-вектор равен минус F-вектор. Отлично, законы Ньютона у нас готовы. Теперь давайте перейдем к следующему. И тогда рассмотрим натяжение нити. Что мы можем здесь сказать? Пунктик А. Если у нас будет просто обычная нить, тогда натяжение вдоль нее будет одинаково при условии, что наша нить, она будет легкой, легкая наша нить. Поэтому пишем, так как нить легкая, то сила натяжения у нас одинаковые. Ну или вам могут сказать, нить там идеальная или невесомая, хотя лучше так не говорить, но то есть ее масса как-то равна нулю. И тогда получаем, что натяжение нити вдоль нити одинаковое. И рассмотрим тот случай, когда у нас нить будет располагаться на нашем блоке, правильно? Тогда у нас есть некоторые брусочки, они будут, конечно, натягивать нашу нить, и нас будет интересовать, а когда же натяжение вдоль нити будет одинаковым. И здесь давайте рассмотрим случай 1. Если вам скажут, что трения между блоком и нитью нет, и нить сама по себе легкая. То есть, что вот это обозначает? Это обозначает, что здесь, вот видите, там, где у вас нити блока не соприкасаются, значит, здесь никакого трения у нас в этом случае нет. Если выполнено это и это, то и тогда, правда, натяжение вдоль нити у нас будет одно и то же, значит, T1 будет равняться T2 по модулю, то есть T1 равно T2, это то же самое, как T. Это первый случай. А случай 2, он будет немножко другой. Здесь первое, блок должен быть легким, то есть масса этого блока должна быть нулевая. Кстати, заметьте, что здесь ничего про массу блока мы с вами не говорили, без разницы. Нулевая, не нулевая, здесь было без разницы. А здесь главное, чтобы легкий был. Второе. Трения в оси блока нет. То есть трение в этой точке, видите, у нас же все-таки это все на ось намотано. Здесь есть такая вот ось. И чтобы ваш блок, он здесь вращался, он будет вращаться вокруг некоторой оси, правильно? И нам нужен тот случай, когда у нас нет этого трения в оси блока. Поэтому здесь записываем, трения в оси блока нет. И последний, конечно, нить легкая. При выполнении этих трех условий, да-дам, натяжение нити вдоль нити у нас будет одинаковое. Ну и, конечно, обобщить все эти случаи можно следующим образом. Если вам напишут просто как нить идеальная, блок идеальный, вуаля, все тогда готово. Это сразу себе будет все вот эти случаи содержать. Ну и тогда перейдем к силе трения. Перейдем к силе трения. Что мы про это знаем? Мы знаем, что если, например, у нас будет какой-то брусочек, давайте представим, что это будет какой-то большой такой шкаф, располагающийся на нашем полу. Вот шкаф на полу. И мы начинаем с вами действовать на этот шкаф в горизонтальном направлении. То есть вот он стоит шкаф, мы такие и вот прикладываем эту силу F.
что мы с вами знаем, что вначале наш шкаф никак не может стронуться с места. Почему? Потому что на шкаф начинает действовать сила трения F-тыр, при этом она вначале будет называться как сила трения покоя, которая будет удерживать ваш шкаф. Поэтому вы вот действуйте. И что самое ключевое, если вы запишете второй закон Ньютона и спроецируете его на горизонтальную ось, то вы получите, что у вас сила F, она просто будет равна силе трения, правильно? Потому что они будут компенсироваться друг другом. И как раз таки тогда у вас будет получаться, что наш шкаф, он будет покоиться на месте. И тогда в чем будет прикол? Вы будете увеличивать эту силу F, вот так, увеличиваете. Двигаетесь вот сюда. При этом сила трения покоя также увеличивается. Вот видите, получается вот этот график. Но в чем прикол? Силу F вы можете увеличить бесконечно. Например, вы что-то выпили, либо вы стали суперсильным. Такие, бесконечно можете ее увеличивать. А сила трения не. Сила трения покоя, она вечно расти не может. Она всегда ограничена по граничному значению, как μ на n. Ну, конечно, там есть еще сила трения застой и так далее. Ну, давайте про вот это не будем говорить. Поэтому здесь давайте мы просто скажем, что она ограничена μ на n, то есть вот этим значением сверху. И поэтому, как только вы достигаете значения μ на n, то есть вот по силе трения вы достигли значения μ на n, то тогда, бабам, сила трения покоя превращается в силу трения скольжения. И тогда у вас, бабам, получилось наконец-то этот шкаф сдвинуть с места, и у вас возникает скольжение. И тогда сила трения скольжения, она всегда будет иметь значение как μ на n, и значит это просто будет горизонтальная линия. Это что самое главное для себя можно здесь понять. Поэтому тогда давайте мы с вами изобразим такую табличку, и с ней будем разбираться. Первоначально я изобразил силу трения покоя, силу трения скольжения. Если что, они имеют обозначение как F-тыр, так и F-тыр. Одинаково. Давайте поговорим сначала про значения. Ну, у силы трения скольжения максимально легко. Просто сила трения, она равна коэффициенту трения μ на нормальную составляющую силы реакции опоры. Кстати, сила трения плюс n это будет суммарная сила реакции опоры. Потому что именно n это нормальная составляющая силы реакции опоры. А вот сумма силы трения n это будет сила реакции опоры. Но это ладно. Все, это у нас всегда будет выполнено. И теперь перейдем к силе трения покоя. Что нам будет известно? Что значение силы трения покоя всегда будет ограничено μ на n, то есть вот этим максимальным значением. И вот мы хотим понять, а как найти-то вот это значение силы трения? Нам же дано неравенство, а мы хотим найти именно значение. Что же тогда делать? Тогда, как вы помните, мы давайте будем пользоваться тем, что у нас скольжения нет. То есть мы пользуемся тем условием, что у нас проскальзывания между нашим брусочком и поверхностью никакого нет. И как мы это можем применить? На втором законе Ньютона или первом условии равновесия. То есть в данном случае, видите, из того, что у нас проскальзывания между брусочком и поверхностью нет, значит мы пишем второй закон Ньютона, получаем ускорение-то равно нулю, это как раз вот является следствием того, что проскальзывания нет. Тогда сумма сил равна нулю, и тогда получаем, что сила F по модулю будет равна силе трения. Они будут друг друга компенсировать. Опа, получили значение силы трения. Вот, поэтому здесь и пишем, что силу трения можно определить из второго закона Ньютона или условия равновесия, если ваше тело будет в равновесии. И при этом, зная, что тело движется с поверхностью как единое целое. Ну, потому что ваша поверхность она тоже может как-то двигаться. Верно? То есть здесь ваша поверхность, она в покое находится, и поэтому брусочек будет располагаться в покое. А если ваша поверхность при этом будет как-то двигаться, то и брусочек будет двигаться с этой поверхностью как единое целое, потому что проскальзывания у нас никакого нет. Ну и разберемся тогда с направлением силы трения скольжения и покоя. Давайте начнем со скольжения. Здесь проще всего. Против относительной скорости тела. Вот он, относительно поверхности. То есть сила трения всегда направлена против относительной скорости. Ну, например, мы давайте рассмотрим некоторый брусочек, который, например, движется в этом направлении относительно какой-то поверхности. То есть мы можем также представить, что это поверхность Земля, правильно? И мы видим, что этот брусочек движется в этом направлении. Тогда его относительная скорость относительно этого поверхности просто будет направлена сюда. Значит, сила трения направлена в этом направлении. Все, максимально логично, максимально понятно. А вот что же делать с силой трения покоя? Вот здесь уже будет на самом деле поинтереснее. Ну, во-первых, можно это определить из второго закона Ньютона. То есть вы будете пользоваться тем, что у вас ваш брусочек и поверхность движутся как единое целое, записываете второй закон Ньютона, и тогда из этих соображений понимаете, куда направлена сила трения. Например, в данном случае, используя то равенство, что у вас ускорение равно нулю, если вы запишете второй закон Ньютона и спроецируете на горизонтальную ось, вы получите, что сила F плюс проекция силы трения будет равно нулю. Значит, вы получаете, что сила трения она будет направлена против силы F, потому что проекция силы трения, если ось X будет направлена сюда, будет отрицательна. Это можно из второго закона Ньютона получить. Ну и при этом можно по пунктику B. Сила трения покоя направлена против возможной относительной скорости тела относительно поверхности. Что? Еще раз. Против возможной относительной скорости тела относительно поверхности. Да, я думал, может быть, еще раз сказать, но нет. И как вы здесь работаете? Вы представляете, что у нас будет проскальзывание. То есть
один из больших примеров. Это вы просто берете, представляете, что бац, и скольжение появилось. То есть сила трения, например, занулилась или стала очень-очень маленькой. Бац, появилось скольжение. И что тогда? То есть какое будет тогда вот это возможное движение? И вы опять ищете относительную скорость вашего тела относительно поверхности, как в этом случае, и получаете направление силы трения. Все. И вот поэтому тогда давайте вот эти все моментики мы с вами разберем на наших примерах. Перейдем к ним. Разберем примеры. Пример А. Если у нас, например, есть скольжение между брусочками, то есть, давайте мы с вами рассмотрим брусочек массы М маленькая, брусочек массы М большой. Они двигаются в этом направлении, но при этом нам будет известно, что у бруска М большой скорость V2 туда, и она будет больше, чем скорость у брусочка М маленькая V1, направленная туда же. Что тогда? Мы с вами хотим найти силу трения, действующую на брусочек М маленькая, точнее ее направление. Как будем делать? Нам будет известно, что для тела 1 давайте запишем закон сложения скоростей. То есть наша абсолютная скорость, то есть та скорость, которую мы с вами видим, сидя на Земле, это V1 вектор, она будет раскладываться как относительная скорость, то есть скорость этого брусочка относительно вот этого брусочка, плюс переносная скорость, то есть как раз скорость этого самого брусочка. Тогда получаем, что относительная скорость выражается как V1 вектор минус V2 вектор. Это мы здесь с вами отобразили, V1 минус V2. Давайте это мы с вами попробуем векторно отобразить. Получаю V1 смотрит сюда. Потом к V1 я прибавляю минус V2 вектор. То есть это V1 плюс минус V2. Прибавляю минус V2. Он всегда смотрит против вектора V2 и по модулю то же самое. Прибавили. И тогда получаем, что сумма наших векторов нам будет давать суммарный вектор. V относительный вектор, который будет направлен в данном случае влево. Значит, тогда по нашей теории мы понимаем, что сила трения направлена против относительной скорости тела относительно поверхности. Вот она, вот он. Значит, сила трения будет направлена уже вправо. Вот как мы это здесь и показали. И тогда нас ждет второй пример. Это давайте мы рассмотрим случай, когда нет проскальзывания. То есть мы хотим найти направление силы трения покоя, действующую, например, на брусочек массы М маленькая. Что тогда? Вот смотрите, нам будет известно, что у нас проскальзывания нет, и сила F, которая действует на брусочек массы М маленькая, направлена в этом направлении, то есть смотрит вправо. Что тогда? Куда направлена эта сила трения покоя в данном случае между брусочком массы М маленькой и брусочком массы М большой? Это, кстати, было в задачах на ЕГЭ, это реально было такое. Что тогда? Первое. Давайте лично мы с вами представим, что пусть трения нет, оно бац пропало, или стало очень-очень маленьким по значению. Что тогда? Но тогда мы с вами получаем, что какое у нас будет возможное движение. У нас, конечно, верхний брусочек относительно нижнего будет двигаться вперед, вверх. То есть, если здесь трение пропало, то из-за этой силы F он будет двигаться вперед, а этот, как, может быть, двигался с той же самой скоростью, или как покоился первоначально, так и будет покоиться. То есть, конечно, этот верхний брусочек, он бум, быстрее начнет двигаться туда из-за этой силы F, потому что на него мы не действуем никакой силы F, а на него действуем. Поэтому при этом возможном движении верхний брусочек начнет двигаться туда, с этой относительной скоростью. Значит, сила трения покоя, действующая на наш брусочек, будет направлена в этом случае влево, то есть против вот этой возможной относительной скорости, которую мы с вами и представили в данном случае. Тогда сила трения у нас полностью готова. И давайте перейдем к финальному — силе упругости. Перейдем к силе упругости и пружины. Давайте представим, что у нас есть некоторая пружинка. Ее начальная длина у нас будет выражена как L0. И давайте мы с вами обозначим положение недеформированной пружины. То есть, когда мы с вами еще пружину никак не деформировали. И тогда первый случай, когда мы с вами пружину растягиваем, то есть начинаем действовать на нее в этом направлении. Вот так взяли, растянули. Тогда пружина начинает на нас, в свою очередь, действовать силой упругости, направленной, кстати, в обратном направлении этому растяжению. И как обозначить это растяжение? Вот здесь вводится такое понятие, как вектор деформации, то есть x-вектор, который будет направлен в этом направлении, потому что мы с вами сместили конец пружины вот сюда. Правильно? И тогда, как вы понимаете, сила упругости всегда будет направлена против этого вектора деформации нашей пружины. И новое значение длины нашей пружины будет L маленькая. И что мы тогда можем с вами заметить? Что по модулю наше x как будет выражаться L маленькая минус L0. То, что мы здесь как раз и проиллюстрировали. Отлично. И, кстати, просто x маленькая будет называться как деформация пружины. Теперь поехали так к другому случаю, когда, например, мы с вами пружину сожмем. То есть в этом случае вектор деформации будет смотреть сюда. Мы с вами вот этот конец сюда переместили. Что тогда получаем? Получаем, что сила упругости будет смотреть против вектора деформации, то есть будет смотреть уже тогда вправо, правильно, на нас. Потому что мы с вами действуем на конец пружины сюда, то есть мы туда действуем. А пружина, она так как сжата, она хочет разжаться, поэтому начинает на нас действовать в обратном направлении. Отлично. Новая длина нашей пружины пусть будет L маленькая, тогда в этом случае как я могу определить x, то есть длину этого вектора?
Получается, это будет L0 минус L маленькая, L0 минус L маленькая. Вот и получается, x будет L0 минус L маленькая. Прекрасно. Ну и, кстати, как вы понимаете, вот у нас пружина сжата, я это здесь подписал, здесь пружина растянута. Но самое важное, что, как видите, либо L минус L0, либо L0 минус L. Ну и в общем случае можно просто записать, что x маленькая, то есть наша деформация пружины будет выражаться как модуль изменения нашей длины, где это конечная длина минус начальная длина. Прекрасно. И здесь все это проиллюстрировано. X-вектор, вектор деформации, сила упругости направлена против вектора x. И давайте перейдем к самому главному. Это к закону Гука. Ну и перейдем тогда к нашему закону Гука. Что он будет говорить? Он будет говорить, что сила упругости по значению будет выражаться как коэффициент жесткости нашей пружины, то есть просто k, помноженное на x. То есть на силу упругости по значению она будет прямо пропорциональна деформации пружины. И коэффициент пропорциональности будет выражен как коэффициент k. Кстати, в системе Си он будет выражен как ньютон на метр. Ну и на этом тогда все. Давайте приступим к решению задачи из тестовой части. Начнем с решения задачи номер 1. При проведении эксперимента ученик исследовал зависимость модуля силы упругости пружины от длины пружины. Эта зависимость выражается формулой f от L, выраженной как k, на модуль L минус L0, где L0 это длина пружины в недеформированном состоянии. График полученной зависимости приведен на рисунке. Выберите два утверждения, которые соответствуют результатам опыта. Давайте мы тогда посмотрим на данный график и видим, что и правда. Здесь нам предоставили график зависимости нашего модуля L минус L0. И в чем прикол? Если мы с вами здесь пишем такую зависимость вида f как k на модуль L минус L0, то, как вы понимаете, у меня f когда будет зануляться? Правильно, у меня f зануляется в случае, если L будет выражено как 3 см. То есть можно себе в первом пунктике обозначить, что f выражен как 0 при L маленьком равном 3 см. Значит, конечно, L0 у меня и будет выражено как 3 см, потому что если у меня L0 это есть 3 см, то когда L минус 3 см будет 0, то тогда все будет отлично. И перейдем к вопросам нашей задачи. Для данной пружины закон Гука выполняется только при деформации до 2 см. Конечно, нет. Ведь, во-первых, что такое деформация? Деформация это будет x, выражена как модуль L минус L0. Как вы помните, это мы с вами в теории изучали. И как вы понимаете, при L0 равное 3 см у нас пружина она не деформирована. И, как вы понимаете, наша деформация здесь, когда в сжатом формате она достигает 2 см, мы вот сжали, либо же она достигает 3 см, когда мы с вами растянули нашу пружинку. Видите, наша длина пружины увеличилась. То есть, получается, наша деформация может быть выражена как и 3 см. Ничего страшного. Здесь это ни на что не влияет, тем более, что наша сила F имеет конечное значение. Поэтому, конечно, первый пунктик здесь неверный. Второе. Длина пружины в недеформированном состоянии составляет 3 см. Да, это верно. При L равном 3 см у нас будет недеформирована наша пружина. Так, жесткость пружины это будет 400 наноньютон. Для этого нам нужно будет воспользоваться нашим графиком. Ну, давайте посмотрим. Например, при значении 6 ньютон, то есть если F у нас выражено как 6 ньютон, то, следовательно, K мы должны помножить на модуль чего? Конечно, наша длина это 6 сантиметров, минус начальная длина 3 сантиметра. Это в данном случае будет 6 ньютон. Получаем, что здесь у нас будет 3 сантиметра, а значит тогда K это будет что? 6 ньютон, деленное на 0,03 метра. Тогда я получаю, что это просто у нас будет в данном случае 200 ньютон на метр. Значит, наш ответ 200 ньютон на метр, поэтому третий пунктик неверный. Ну и четвертый вопрос. При длине 1 см пружина разрушается. Как видите, при длине 1 см мы принимаем значение 4 ньютон. То есть мы с вами принимаем это само значение. Значит, все верно, выполнено, и наша пружина еще не разрушилась. Вот, конечно, если дальше мы с вами будем сжимать, то там, видимо, либо пружину вообще дальше нельзя будет сжимать, либо она уже разрушится. Но при 4 ньютонах у нас все еще выполнено. Поэтому нет, это у нас неправильный ответ. Потом, под действием силы 2 ньютона пружина сжимается или растягивается на 1 сантиметр. Ну, давайте посмотрим. При 2 ньютонах мы имеем длину нашей пружины как 2 сантиметра или 4 сантиметра. Ну и правда, тогда в нашем случае деформация пружины либо будет здесь 1 сантиметр, либо здесь будет 1 сантиметр. Поэтому пятый пунктик будет верный. Значит, ответ 2, 5. Следующая задача. В результате перехода искусственного спутника Земли с одной круговой орбиты на другую, его скорость увеличивается. Как изменяются в результате этого перехода радиус орбиты спутника и его центростремительное ускорение? Давайте мы будем здесь смотреть, что, например, у нас
в данном случае Земля. И вот мы с вами двигаемся по некоторой окружности радиуса r большого. Здесь давайте мы с вами также это отметим. Вот у нас будет r большое. И где-нибудь я здесь отображу наш спутник. В чем будет прикол? В том, что наш спутник, например, будет иметь скорость маленький вектор, направленный сюда. И при этом на него будет действовать одна единственная сила по мере его движения. Это будет что за сила? Правильно, это будет сила гравитационного притяжения, то есть Fg. И тогда давайте мы с вами запишем второй закон Ньютона для нашего спутника и как он будет в свою очередь выглядеть. 2 за n. И получаем, что F гравитационное это просто будет m помножено на наше ускорение. И при этом в данном случае мы что получаем? Что наше ускорение будет направлено к центру окружности, потому что Fg смотрит к центру окружности. Значит, А у нас будет являться нормальным ускорением. То есть мы тогда получаем, что наше ускорение перпендикулярно скорости, а следовательно наше ускорение является нормальным ускорением. То есть нормальной составляющей нашего ускорения. А следовательно по модулю наше ускорение будет выражено как v в квадрате, деленное на радиус окружности, по которой мы в данном случае вращаемся. Ну и тогда, так как у нас здесь выполнено равенство двух векторов, то модули этих векторов также у нас будут равны друг другу. Значит, мы получаем, что гамма на m большое, деленное на r в квадрате, где m большое это будет масса нашей Земли, это будет выражено как m маленькое, v в квадрате, деленное на r большое. Что мы с вами отсюда видим? Маленькое m у нас сокращается, значит я выражаю следующее, что v в квадрате это будет gm, деленное на r большое. И тогда, если мы с вами хотим выразить радиус орбиты, то я просто получаю, что r это будет gm, деленное на v маленькое в квадрате. Но вот появляется вопрос, а что же происходит, если наша скорость увеличивается? Но как вы видите, если наша скорость здесь увеличивается, то радиус в данном случае у нас будет уменьшаться. То есть радиус орбиты у нас уменьшается. Значит, мы пишем здесь пунктик 2. А центростремительное ускорение? А здесь давайте мы вспомним, что как раз наше центростремительное ускорение выражено как v в квадрате, деленное на r. И самая частая ошибка, что люди говорят, так v увеличивается, значит центростремительное ускорение у нас увеличивается. Но, ребят, подождите, ведь у вас же r тоже может меняться. Поэтому еще раз отмечу, что вот такие вот махинации, если v растет, r падает, мы можем делать, если остальные величины у нас постоянные. И как в данном случае мы получаем, что v в квадрате, деленное на r, нам нужно сделать так, чтобы у нас что-то зависело только от одной величины, а все остальное было постоянным. Ну и чтобы выразить наше n, давайте мы либо наше v в квадрате сюда поставим, или же на самом деле можно было просто взять, записать через второй закон Ньютона и получить наше соотношение. То есть, но все равно, давайте v в квадрате поставим, там разницы нет никакой. Получаем, что n это будет gm, деленное на r в квадрате. То, что у вас здесь r и здесь r. Получается суммарно r в квадрате. И тогда, как вы понимаете, что у вас происходит? Gm-то это постоянная величина, а r это единственная величина, которая здесь меняется. Поэтому мы с вами получаем, что так как у нас r большое в данном случае у нас уменьшается, значит центростремительное ускорение у нас будет расти. Поэтому пишем здесь единицу. Поэтому наш ответ будет 2, 1. И перейдем к финальной задаче. С вершины наклонной плоскости из состояния покоя скользит с ускорением легкая коробочка, в которой находится груз массой маленькая. Смотрите рисунок. Как изменится ускорение при движении по наклонной плоскости и модуль силы реакции опоры, если с той же наклонной плоскости будет скользить та же коробочка с грузом массой 3m маленькая? Для каждой величины определите соответствующий характер изменения, там увеличится, уменьшится или не изменится, и запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться. Ну и тогда в самом начале нам нужно изобразить рисунок данной нашей задачи, чтобы записать силы, действующие на нашу систему, ну и также, конечно, потом второй закон Ньютона за счет вот этих сил. Так, здесь у нас будет масса m маленькая, и давайте мы будем рассматривать данную коробочку с грузиком как единое целое, вот как единое целое. И будем записывать силы, действующие на это все как единое целое. Тогда мы с вами получаем, что у нас будет вниз действовать сила тяжести маленькая g вектор, потом нормальная составляющая силы реакции опоры n вектор, и вместе с этим, конечно, сила трения, скольжения, которое будет направлено против относительной скорости движения. Это у нас будет f-тыр вектор. Ну и, наверное, данная коробочка с грузиком будет разгоняться вниз, поэтому здесь наше ускорение А будет направлено вдоль нашей поверхности. И тогда давайте с вами введем оси x, y и при этом также запишем второй закон Ньютона. Так, я здесь тогда записываю ось x, здесь у меня будет ось y, и что мы тогда сможем получить? Второй закон Ньютона, давайте мы с вами запишем проекция на ось x сначала. Получаем, что, конечно, это будет МА, выражено как МЖ на синус угла альфа, где
Пусть уголочек альфа это будет угол между силой и тяжестью и перпендикуляром к нашей поверхности. Значит, будет mg на синус альфа минус, в свою очередь, сила трения, минус f'. При этом, так как у нас скольжение, то сила трения скольжения f' у нас будет выражаться как μ на n. И тогда давайте мы с вами выразим n через проекцию на ось y нашего второго закона Ньютона. Получаем, что это будет 0 на n минус mg косинус альфа. И тогда я получаю, что у меня n это будет чисто mg на косинус альфа. И тогда давайте мы это все подставим в наше первое соотношение. Получаем, что ma это будет как mg на синус угла альфа минус сила трения, то есть минус μ mg на косинус альфа. Ну и как вы понимаете, у нас масса m она сокращается, значит ускорение а у меня будет выражено как g на синус альфа минус μ на косинус альфа. Но как вы видите, в данном случае наше ускорение никак не зависит от массы. А значит, когда мы с вами массу грузика увеличим в 3 раза, то и ускорение у нас никак в данном случае не изменится. То есть у нас не зависит от массы. А следовательно, наше ускорение оно не изменится. Можно здесь тоже подписать, что это будет 3. А вот модуль силы реакции опоры — это что такое? А для этого мы должны вспомнить, что сила реакции опоры Q-вектор, она у нас, в свою очередь, выражена как сумма нормальной составляющей силы реакции опоры плюс силы трения плюс f' вектор. И поэтому здесь давайте мы это попробуем отобразить в свою очередь. То есть у меня получается, если я должен сложить f' и n, то я тогда и получаю нашу силу Q. Вот она будет сила Q-вектор. И давайте попробуем здесь отдельно отобразить. То есть у меня будет сила n-вектор. Потом к ней прибавляем силу f' вектор. Ну и получаем, конечно, нашу силу реакции Q-вектор. В чем здесь главный прикол? В том, что здесь у нас прямой угол, а значит силу Q можно найти по теореме Пифагора. То есть Q в квадрате это будет n в квадрате плюс сила трения в квадрате. Ну и тогда я подставляю наше значение силы трения как μ на n. Значит, я получаю, что Q в квадрате это будет n в квадрате плюс μ в квадрате на n в квадрате. Ну или отсюда у меня получается, что Q это будет n на корешочек из единицы плюс μ в квадрате. n мы с вами знаем, как выражается, то есть Q это будет mg на косинус угла альфа на корешочек единицы плюс μ в квадрате. А значит, тогда я получаю, что при m увеличении у нас Q увеличивается, потому что мы с вами здесь видим зависимость от нашей массы m. И, конечно, если масса m увеличивается, то и сила Q увеличивается. Поэтому здесь финально будет единица. Всем спасибо за просмотр этого мощного видеоролика. Я уверен, что вы повторили или изучили все необходимое в этой теме для ЕГЭ по физике, так что вы сможете ее затащить и вообще не будете ее бояться. Я отмечу, что скоро наступает лето, и многие в основном в это время чилят, отдыхают и начинают ботать только где-то осенью. В огромной суете, вместе с другими предметами в школе, когда ничего не успеваешь и так далее. Но я отмечу так, что лично я как раз таки взял все свои олимпиады. Это призерство на все победительства, на разных перечнях олимпиад, именно за счет того, что я ботал летом. И аналогично все мои друзья и знакомые, которые взяли олимпиады или взяли высокие баллы на ЕГЭ, они себе говорят спасибо за то, что они готовились именно летом, потому что много свободного времени. И я тебе уже советую начать готовиться к ЕГЭ по физике этим летом. Поэтому я буду специально для тебя проводить летнюю школу к ЕГЭ по физике следующего года. Так что присоединяйся, ссылочка будет в описании. Это будет круто, будет с кайфом, где мы вначале немножечко познакомимся с миром физики, изучим с нуля кинематику и динамику, также статику, и при этом уже начнем решать некоторые задачи второй части, где ты познаешь, как при этом это все нужно оформлять. И уже в августе мы с тобой изучим самую сложную тему 11 класса. Это электромагнетизм, которую все боятся. Все там, что это такое? Мы это все с тобой пройдем. Так что в начале 11 класса тебе будет с кайфом ее ботать в школе. А потом, во второй половине 11 класса, когда ты ее будешь повторять на моем годовом курсе, ты мощно все отшлифуешь и сможешь решать любые задачи на эту тему. Так что переходи по ссылочке в описании и записывайся на мою летнюю школу. До встречи на вебинарах. И заодно, уже этой осенью у меня стартует мой годовой курс к ЕГЭ по физике. Если ты хочешь сдать ЕГЭ по физике на высокий балл, то переходи по ссылочке в описании, и все у тебя получится. Так что всем счастья, мира, добра, любви. Пусть все у вас будет прекрасно, конечно, волшебно. Пока-пока. Ну и смотрите другие видеоролики
к ЕГЭ и Олимпиадам на данном YouTube-канале.